Всем привет! С вами Валерия. Приглашаю вас заглянуть в мой волшебный мир творчества. В этом выпуске вы узнаете, как смастерить панно со змеей, символом будущего 2025 года. В работе использованы лотки от яиц, а также другие доступные простые материалы, список которых вы найдете в описании под видео. Надеюсь, что этот мастер-класс вам придется по душе, даже несмотря на то, что змея должна быть именно деревянной зеленой, но она у меня получилась с эффектом металлика. Желаю всем вам приятного просмотра и волшебного творческого вдохновения. Для основы панно применяю остаток от ламината размером 16 на 39 сантиметров. Специально размеры я не выбирала, а отталкивалась от имеющегося в наличии кусочка ламината. Ссылку на эскиз змей вы найдете в описании под видео. Для чешуи нарезаю мелкие и крупные ромбики. Ромбики приклеиваю внахлёст, повторяю все изгибы тела змеи.
По внутренним изгибам приклеиваю мелкие ромбики, а с внешней стороны более крупные. Для примера показываю змею, в которой я не использовала термопистолет. Все чешуйки и голову приклеивала при помощи столярного клея ПВА. Также подойдет и обычный клей ПВА, главное, чтобы все детальки крепко держались. Покрываю змею черной акриловой краской, хорошенько прокрашивая все углубления между чешуйками. В данном случае очень хорошо подойдет краска в спрее. Пазы по краю ламината заклеила полосками из гофрокартона. Окрашиваю основу черной акриловой краской. По рельефу при помощи спонжа наношу зеленую бутылочную акриловую краску. Далее использую светло-зеленую краску, золотую, бронзовую и перламутровую. Перед нанесением каждого следующего цвета предыдущий должен полностью высохнуть. Ускорить высыхание краски можно при помощи фена. Также бронзовую краску наношу на кружево. Получается импровизированная рамочка. После высыхания красок покрываю змею полуглянцевым акриловым лаком, а сверху присыпаю зеленым глиттером.
Намечаю будущее место крепления подвеса. Делаю это для того, чтобы при случайном повреждении поверхности гвоздями эти отверстия получились под головой змеи. Дополнительно декорирую работу камнями и стразами, подходящими по цветовой гамме. Покрываю основу полуглянцевым акриловым лаком. Саму змею лаком уже не покрываю, чтобы глиттер и стразы сохранили свое мерцание. Панно готово. Буду рада, если мой мастер-класс вам понравится и пригодится. Всем вам желаю предновогоднего волшебного творческого вдохновения и настроения. Всем моим подписчикам огромное спасибо за то, что вы у меня есть. Спасибо за ваши комментарии, за теплые слова, за приятные добрые пожелания. Все абсолютно искренне, взаимно. Гостей канала, как всегда, призываю подписываться и нажимать на колокольчик, чтобы вовремя получать уведомления о новых видео. Всем моим зрителям желаю творческих успехов, крепкого здоровья, добра, благополучия и, самое главное, мирного неба над головой. До новых встреч!